Ну чё, когда ты будешь-то? Как? Ну мы же договаривались. Ну хорошо, сам так сам. Ладно. Эх. Всем привет, с вами Андрей Паровар, и по вашим многочисленным просьбам я сегодня вам расскажу о техниках самостоятельного парения. Поехали! Перед началом парения особое внимание уделите подготовке к самому парению. Так как вы будете в парной один, возьмите максимально длинный ковш с максимально длинной ручкой, для того, чтобы вам было удобно поддавать в печку, не вставая с полка. Ну, стандартно мы запариваем венички. Дальше я готовлю водичку прохладную, которой я смогу умывать лицо, руки, ноги, ну, то есть сделать легкий контраст, опять же, не выходя из парной. И я себе готовлю заранее воду, которую я буду пить. Когда просто водичку, когда водичку с лимоном, иногда чай по настроению. Зачем я это все делаю? Для того, чтобы мне провести в парной максимально долгое время и не выбегать из нее. Таким образом я максимально глубоко пропарюсь за одно парение и смогу выйти и сразу же сделать контрастные процедуры. Не забывайте то, что идти в парную нужно с полупустым желудком. Для собственного удобства и комфорта я использую два вида подставок. Первая подставка под голову тогда, когда я лежу на спине. Она принимает форму моей головы. И вторая подставка, которую я использую, когда я лежу на боку. Ну что ж, теперь давайте посмотрим, как это все работает в действии. В основном я наблюдаю, как люди в парных, когда парятся самостоятельно, делают это сидя. Но я лично парю и парюсь исключительно только лежа. Берем венички, поддаем в печку водички, ложимся удобно на спинку, расслабляемся, помним о том, что мы ни в коем случае не терпим, получаем удовольствие. В этот момент пар находится у нас под потолком, и вот такими плавными движениями мы начинаем нагонять пар на свое тело. На ножки, на животик, на грудь. Можно положить венички, погреть лицо, пока они у нас еще не очень горячие. Подышать ароматом дубка, либо березки, смотря чем вы паритесь. Летом я, например, когда парюсь самостоятельно для ароматерапии, закладываю туда лист черной смородины, веточки черной смородины. И вот так вот потихонечку лежим, получаем удовольствие и прогреваемся. Никуда не спешим. В среднем во время самопарения в парной я провожу около 30-40 минут. То есть основа у меня это удовольствие. И все мои движения направлены на то, чтобы мне не устать. Если вам мало парку, то рядом у вас стоит ведерко с горячей водой. У меня в парной сделаны электромагнитные форсунки. Я могу подавать воду в печь нажатием одной кнопочки. Нагоняем пар, греемся, греемся. Все наши движения должны быть энергонезатратны. И начинаем наш прогрев с прогрева ног. В зависимости от того, какой у вас тип полка, либо вы греете ножки вот таким вот методом, лежа на полке, либо, если у вас позволяет физиология, и, например, полок находится около стенки, также мы можем закинуть наши ножки на стеночку и прогревать ножки на стене. Потихонечку нагнетаем пар и попеременно, поочередно парим нашу ножку. Греем венички и делаем компрессики. Особенно я люблю это делать после тренировок. Компрессики на икры,
коленочки. И все то же самое мы делаем с правой ногой. Но так как у меня полог в моих банях находится не около стены, если у вас не около стены, то делаем мы это следующим образом. Ставим ножку. Нагнетаем парку и ножичку греем. Хорошо. То есть лежа на спине изначально очень важно, самое главное, это прогреть хорошо ножки. Когда я их хорошенечко прогрел, я очень люблю сделать еще себе массажик рукояткой венчика. Если у вас венчик не готов, и вы об этом вспомнили только во время самой процедуры, то вы можете просто-напросто вот такими вот движениями привести все веточки в одинаковое положение и вот так вот сделать себе приятно. Очень приятная процедура, рекомендую. Обратите внимание, то, что нам необходимо прогреть тело равномерно с двух сторон. То есть, если вы пропарили левую ножку, то примерно и также вам необходимо пропарить и правую ножку. Если вы сделали массажик на левой ноге, то сделайте массажик на правой ноге, чтобы у нас воздействие на тело было одинаковым и равномерным. Ну а теперь постепенно переходим наверх. Ножки мы попарили. Если вы положили ножки и вам показалось, что вам этого недостаточно, можете еще попарить верхнюю часть ноги вот таким вот образом. Я очень люблю делать компрессики и припарочки. То есть, в принципе, после каждого воздействия на каждую часть тела я обязательно нагнетаю воздух, нагнетаю порог, прогреваю венички и делаю компрессик. Очень приятная процедура. Дожидаюсь до тех пор, пока из веничка не перестает идти тепло. Как только тепло перестало идти, ну, например, хочется еще, я опять грею венички, опять опускаю и опять прогреваю. То же самое с левой стороны. Грею венички, прогреваю, опускаю, грею. Если у человека, у мужчины или женщины есть проблема с какими-либо заболеваниями в паховой зоне, то хорошенечко можно прогреть и паховую зону. То же самое, нагнетаем воздух, укладываем и прогреваем. И постепенно, потихонечку начинаем идти наверх. Нагнетаем воздух. Пропариваем бочки поочередно, грудь, как я уже говорил о том, что наши движения должны быть максимально менее энергозатратными, поэтому поработали немного левой рукой, она начала уставать, поработали другой рукой. И так поочередно. Опять нагнали воздух, положили венчик под одну ручку, положили венчик под другую ручку, прижали, чувствуем тепло. Если вам захочется попить, то напоминаю о том, что лучше заранее подготовить водичку, которая стоит рядом у вас с полком, и вы можете совершенно спокойно взять водичку и попить. Ну что ж, хорошенечко прогрев переднюю часть тела, кладем венички и потихонечку переворачиваемся на бочок. Напомню то, что для парения
на боку я использую другую удобную подставку. Если у вас подставочки нету, то вы, например, можете использовать заранее приготовленные венички, либо, например, подушку, наполненную гречей, или другими зерновыми. Легли на бочок. Ложитесь, как вам удобно. Вот как удобно леглось, так вы и лежите. И начинаем потихонечку пропаривать. Я всегда начинаю с левой части поверхности бедра и прохожу потихоньку наверх. Переложили веник в другую руку, нагнали тепла, погрели веничек и продолжаем парение. Здесь из этого положения также можно делать припарочки. Либо вот так. Припарочка — это когда вы греете веничек наверху, прикладываете его к какой-либо части тела, и венчик отдает свое тепло в ваше тело. Как только мы чувствуем о том, что мы хорошенечко прогрели одну поверхность тела, мы переворачиваемся на второй бочок, также удобно ложимся и уже другой рукой парим второй бочок. Нагнетаем воздух, нагнетаем порог. Обращаю ваше внимание в очередной раз: минимум напряга и максимум экономии энергии. И из этого же положения переходим парить спинку. Все то же самое, только парим спину. И в этот момент я делаю более хлесткие движения для того, чтобы кончики загибались и дотрагивали как можно дальше мою спину. Ну, как минимум пол спины вы точно пропарить сможете. Также нагнетаем порог и начинаем парение. В этом положении можно погреть венички и погреть крестец. Вот так, хорошо. Погреть венички и подрастянуть ножку, погреть бедро и ягодицы. Мышцы в этот момент растянуты. Мы можем максимально в них вложить тепло. И опять переходим на спинку. Когда мы чувствуем то, что спинка достаточно прогрелась, переходим на поверхность ближе к шее. Нагнетаем, кладем венчик и прогреваем шейку. Прогрев одну поверхность тела, мы переворачиваемся. Не спешим, потихонечку. Помним о том, что мы в первую очередь получаем от этого всего удовольствие.
Погрели крестец. Погрели веничек. Погрели ягодички. Погрели веничек. Нагнетаем порог. Погрели бедрышки. И опять переходим на спинку. Если вы чувствуете о том, что вы попарились, но вам недостаточно еще тепла для того, чтобы сделать контраст, то я обычно сажусь, поддаю парку, беру венички, нагнетаю и допариваю себя сидя. Имейте в виду, что в этот момент голова у вас находится наверху, в горячей точке, поэтому не терпим и отталкиваемся от собственного самочувствия. А если вы эмоционально напряжены и находитесь в бане один, то можете сделать вот такую вот эмоциональную разрядочку. Паритесь, набираете полную грудь воздуха и кричите: «Ура!» И в этот момент вы представляете, как все плохое, все негативное вылетает из вас и испаряется, и вы становитесь новым, свежим, классным человеком. Ну что, друзья, подведем итоги. Первое, что необходимо запомнить, это то, что мы греемся в горизонтальном положении, максимально удобном для себя. Второе – это равномерный прогрев всех частей тела. Если мы погрели левую ножку, то мы обязательно греем и правую ножку. Третье – это максимальное энергосбережение. То есть не делаем движения, которые вам некомфортны. Четвертое – это наличие воды для питья и водички для умывания. И пятое, золотое правило – это мы не терпим и не переусердствуем. Хорошего вам пара. Ну как, понравился вам выпуск? Надеюсь, он будет для вас полезен, и вы сможете более эффективно парить себя самостоятельно. Расскажите в комментариях, как паритесь вы. Подписывайтесь на мой канал и Instagram и узнайте все секреты пара от паровара.